Лекция 9. Непосредственное хотение. Проявление хотения существенно различается у различных людей. Вообще можно прийти к такому заключению: человек оказывает влияние на других в зависимости от силы своего хотения. Вожди человечества сравнительно высоко развили в себе эту силу, хотя может быть и вполне бессознательно они иногда не имели ровно никакого понятия о сущности этой могучей силы, которой они пользовались для своей цели. Многие из них даже открыто признаются, что они не могут понять и объяснить причины своего обаяния над другими. Конечно, они сознавали, что владеют какой-то силой, сущность же этой силы и управляющие ею законы им совершенно были неизвестны. Наполеон является поразительным примером человека, в высшей степени развившего в себе силу хотения. Его воля правила миллионами людей, которые повиновались его приказаниям, достигаемые им результаты граничили чуть ли не с чудесами. На основании его замечаний можно вполне допустить, что он, вероятно, имел верное понятие о той силе, которой он пользовался некоторое время в полном с ней согласии. Позднее он стал злоупотреблять этой силой, благодаря чему утратил ее, вследствие же пренебрежительного отношения к ее законам он пал. Вы, конечно, замечали, что те люди, которым всюду сопутствует успех, инстинктивно чувствуют свое «я». Они верят в самих себя и часто сознают, что само провидение заботится об их делах. Они, подобно Наполеону, верят в свою счастливую звезду. В этом выражается инстинктивное сознание своего «я». Они владеют лишь частицей истины, которую еще не вполне усвоили. Непреодолимое же желание могущества, славы или богатства толкает их к тому, чтобы воспользоваться могучей помощью своего собственного «я». Многие вполне поняли силу «я есть», уяснили себе ее законы, и все же не стараются достичь материальных выгод. Силой они обладают, но у них совершенно нет желания. Они довольствуются меньшими материальными благами и совсем не имеют желания платить за то, что принято называть успехом или обаянием над людьми. Многие люди, обладая скрытыми силами, не домогаются высокого положения и славы, презирая их и сознавая, что подобные стремления недостойны их, они предпочитают пользоваться присущими им силами лишь ради высших интересов. Они говорят, подобно пророку: суета-сует и всяческая суета, или подобно пуку, как безумно смертная. Закон компенсации, по-видимому, сравнивает все богатства, могущество, положение не всегда приносят счастье. Старинные изречения «тяжела шапка Мономаха и нет розы без шипов» вполне справедливы. Впрочем, я отнюдь не имею намерения обучать вас правилам жизни и читать вам мораль. Каждый сам себе избирает жизненный путь, и никто не может решать за другого. Я лишь предлагаю вам поступать во всех своих действиях как следует. Существует один только способ что-нибудь делать, заключается он в том, чтобы на самом деле выполнить задуманное. Вам следует взяться за свой плуг и не оборачиваться. Наметьте себе цель и прямо стремитесь к ней, удаляя с своего пути все препятствия. Для того, чтобы осуществить свои стремления, вы должны иметь точное определенное желание и познать самого себя, свое «я», тогда вы вполне овладеете для осуществления своих планов тем, что обыкновенно называют силой воли. В предыдущей лекции я определил хотение сознательным проявлением воли, вызывающим мыслительные колебания и направляющим их на известный объект. Колебательную силу можно использовать обычным путем, на кратчайшем протяжении, то есть при личном разговоре. Ее можно также использовать гораздо менее понятным путем при помощи колебаний значительного протяжения. Последнее известно под названием телепатия. Первая форма очень простая, и мы все знакомы с ее проявлениями. Вторая является, напротив, редкой, и даже те, которым лучше всего она понятна, немного могут рассказать о ней. В практическом, однако, применении ею пользуется гораздо большее количество лиц, чем мы обыкновенно об этом предполагаем. Незначительным доказательством последнего могут служить явления, известные под названием телепатии или передача мысли, чтение мысли и т.п. Все эти вещи обыкновенно присущи тем, кому совершенно непонятна сущность. Я знаю многих лиц, у которых подобная способность была в высшей степени развита, при этом они не соглашались проявлять свои силы даже в тесном кругу своих друзей, которым они чувствовали сильную симпатию и которые, по-видимому, немного знали о их дарованиях. Подобные лица знают истинную сущность той силы, которой они обладают, и не хотят ее унижать, пусть им обычными представлениями. Они вполне удовлетворяются своим сознанием и совсем не думают кого-либо убеждать. Они не стараются приобрести последователя и устраняют все попытки объявить о их тайном знании. Они убеждены, что не пришло еще время для подобного обнародования, предполагая, что их заявление в настоящее время закончится неудачей. Первое условие для приобретения искусства хотения заключается в познании силы своего реального «я». Чем обширнее познание, тем больше сила. Я не могу дать вам специальных указаний для приобретения такой способности к познанию. Вы должны это сильнее чувствовать, чем воспринимать рассудком. У вас не будет сомнения относительно того, на верном ли вы пути находитесь. Вы тотчас убедитесь в этом. Я лучше всего выражусь, если скажу, что вы будете сознавать, что ваше тело является лишь платьем, которое временно лишь облекает вас,
Они есть вы сами, вы существуете отдельно от тела и стоите выше его. Несмотря на то, что вы некоторое время вы тесно с ним связаны, вы поймете, что вы ваш разум не одно и то же, он является лишь простым орудием, благодаря которому вы можете проявлять свою личность. Он очень несовершенен, поэтому в нем не совсем точно выражается ваше собственное истинное «я». Говоря иначе, когда вы говорите или думаете «я есть», вы сознаете существование своего личного «я», чувствуете увеличение сознания силы внутри себя. Такое познан самого себя иной раз бывает очень слабым, но если вы поддержите его, то оно станет увеличиваться и даст знать о себе вашему уму, ознакомив его с действительным планом будущего развития. Здесь можно видеть пример того, что имущему дается, а от неимущего отнимется и то, что он имеет. Простое обращение внимания этот факт может пробудить у некоторых познавание, у других, наоборот, познавание истины совершается более сложным путем, нужно сначала осмыслить понятия. Иные же совсем не сознают тины. Таким лицам я скажу, еще не пришло время для познавания вами этой великой истины, но семя уже посеяно и растение временем появится. Это может показаться вам в настоящий момент страшной глупостью, но явится момент, когда вы вполне сознаете справедливость этого. Тем же лицам, которые чувствуют первые признаки пробуждения своего реального «я», я скажу, носите с собой эту мысль. Она развернется подобно лотосу, естественно и постепенно мысль распознанная не может быть утрачена, так как ничто в природе не останавливается в своем развитии. Тем же лицам, которые узнают истину, я желал бы сказать более, но распространяться здесь об этом не место. Практика концентрации, о которой будет речь в следующей лекции, представляет каждому возможность развить понятие о своем истинном «я». Мысль «я есть» сохраняется в молчании в те моменты, когда вы сосредоточиваетесь, она будет все более и более увеличиваться. Для того, чтобы воспользоваться силой хотения для влияния на других при личной беседе, вам следует только поставить на своего собеседника сильное мысленное требование, подкрепив его сознанием, что вы имеете право действовать таким образом, и уверенностью, что ваше требование будет выполнено. Вы должны иметь твердую уверенность, что ваше приказание безусловно будет приведено в исполнение. Во всех ментальных процессах уверенное ожидание является первым условием для произведения известного действия. Если вы имеете слабое неуверенное ожидание, то вы получите ничтожные половинные результаты. Смысл всего этого вы вполне уясните после того, как вы пройдете настоящий курс, в нем этому вопросу посвящены несколько последовательных лекций. Теперь, конечно, вы уже вполне поняли, что вы можете располагать к себе кого угодно и заставлять данное лицо, пользуясь простым хотением и ожиданием результата, выполнять то, что вы желаете. Вы будете способны сделать с ним все, что угодно, если у него отсутствует сила духовного сопротивления и волевая сила, противодействующая вашей. Некоторые лица, к несчастью для себя, обладают только слабо развитой волевой силой и служат благодаря этому лишь игрушками в руках того, кто постиг тайну личного обаяния. Я должен, однако, сказать, что вы достигнете некоторого успеха при своих сношениях с окружающими, если будете действовать согласно указанному мною плану. При этом степень ваших успехов будет находиться в полной зависимости от степени развития волевой силы другого лица. Вы лучше уясните себе все это после некоторой практики. Не медлите применять на практике этот прием духовного влияния. Вы будете совершенствоваться благодаря практике, вы при помощи практики легче вникнете в теорию. Вспомните мальчика, который не смог до тех пор плавать, пока не убедился, что обладает способностью, и не попробовал. Конечно, вам следует пользоваться силой хотения в связи с силой внушения, как это указано в предшествующих лекциях. Если вы будете точно исполнять упражнения, данные в лекциях о концентрации, то вы научитесь сконцентрировать свою силу. В следующих лекциях я укажу, почему эти тайные силы невозможно применять с дурными намерениями с целью причинения кому-либо вреда, пока же я считаю вполне достаточным предостеречь посвятившего себя изучению настоящей книги от злоупотребления этой силы. Такое применение, не говоря уже о том, что оно некрасиво, принесет вред посвятившему себя изучению. Если же последний будет продолжать свои злоупотребления, то в конце концов обманется в своих результатах. Временно, может быть, у него будет удача, конечный же результат будет неприятным. Такое предположение обусловливается массой тайных причин, и я уверен, что мое предостережение будет принято во внимание каждым посвятившим себя изучению настоящего курса. В применении этого знания и этой способности для достижения своих законных интересов и своего благосостояния нет никакого вреда, если только вы не будете причинять никакого ущерба тому лицу, на которое оказываете влияние. Вы будете способны заставить человека работать совместно с вами, если вы при этом не будете третировать его, то у вас не будет злоупотребления своими силами. Но если при других обстоятельствах, вы будете влиять на человека, с намерением обойти его или чем-нибудь повредить ему, то вы сделаете громадную ошибку, за которую вам придется заплатить собственным страданием в зависимости от размера сделанного зла.
Хотя я и не имею в виду наказание будущей жизни, но однако здесь очень приложима пословица, что посеешь, то и пожнешь, так как эти слова подтвердятся на деле. Впрочем, очень невероятно, что вы станете злоупотреблять своими силами хотения, едва только вы вполне овладеете ими, вы инстинктивно будете устранять мысль о том, чтобы употребить во зло принадлежащую вам силу. Конечно, существуют люди, которые, подобно сатане, направляют свои грозные силы лишь для причинения зла, но они, подобно сатане, обречены на страшные бедствия и муки. Они подобны падшим ангелам. Лучшим упражнением для развития хотения служит, конечно, сосредоточение, посвятивший, однако, себя изучению без сомнения желал бы попробовать свои силы в простом деле для того, чтобы укрепить в себе уверенность. Для этой цели я даю несколько упражнений. Придумать другие предоставляю воображению ученика. Сначала приступайте только к легким задачам и после постепенно уже переходите к более трудным. Совершенство зависит от практики. Позвольте мне предупредить вас, что вы отнюдь не должны морщить лба, сжимать кулаков или делать что-либо подобное. Сила обусловливается спокойствием и невозмутимостью. Желание всегда следует выражать в форме мягкого и настойчивого требования, при этом его всегда должна сопровождать мысль о том, что ожидаемое не замедлит исполниться. Вся тайна заключается в твердости ожидания. В скором времени вы выработаете себе известные приемы. Вы не должны отчаиваться, постоянно упражняйтесь до тех пор, пока все не наладятся. В следующей лекции я буду рассматривать хотение на дальних расстояниях, то есть телепатическое хотение. Упражнение. Первое упражнение. Когда вы идете по улице, то сосредоточьте свое внимание на каком-нибудь из идущих как раз впереди вас. Расстояние между вами должно равняться минус 10 футов, однако и большее расстояние не может служить препятствием. Направьте твердый, пристальный и упорный взгляд на идущего впереди вас, фиксируя его затылок. Пристально смотря на точку в затылке у основания мозга, твердо пожелайте, чтобы данный субъект повернул свою голову и взглянул на вас. После небольшой практики вы усовершенствуетесь в этом упражнении. Как только вы усвоите себе приемы, вы будете поражены значительным количеством лиц, подчиняющихся вашему влиянию. Женщины, по-видимому, гораздо более восприимчивы к этому духовному влиянию, чем мужчины. Второе упражнение. Направьте свой взгляд на кого-нибудь находящихся перед вами в церкви, театре, концерте и т.д. Фиксируя глазами ту же самую точку, как и в предшествующем упражнении, при этом настойчиво пожелайте, чтобы данное лицо повернуло к вам свою голову. Скоро вы увидите, что находящееся перед вами лицо станет волноваться, по-видимому, его что-то беспокоит, и наконец оно, сделав полуоборот, взглянет, и этот опыт лучше всего удается на тех лицах, с которыми вы знакомы, чем над посторонними. Чем лучше вы знакомы с лицом, скорее обнаружится ваше на нем влияние. Эти два упражнения могут видоизменяться до бесконечно, в зависимости от изобретательности посвятившего себя изучению. Принцип их один и тот же во всех случаях. Именно сосредоточенный взгляд и сильная, настойчивая, ожидающая воля или требования результата являются существенными факторами рода явлений. Вы, конечно, хорошо знаете, что сосредоточенная сила воли может развиться при помощи исполнения упражнений, указанных в лекции о сосредоточивании. Если у вас встречаются затруднения при достижении этих результатов, то вы должны заключить, что ваша способность сосредоточиваться еще не соразвилась, и поэтому вам еще нужно усовершенствовать себя в этом отношении. Третье упражнение. Выберите какое-либо лицо, которое находится против вас на другой стороне улицы, несколько правее-левее от точки, находящейся как раз прямо против вас. Вы должны упорно смотреть перед собой, не показывая вида, что вы глядите на данное лицо. Все время вам нужно не терять его из вида, то постоянно иметь его в поле своего зрения. Направьте на него непреклонное умственное требование, желая и ожидая, чтобы взглянуло по направлению к вам. Если вы точно выполните указания, вы увидите, что через некоторое время оно взглянет в вашем направлении. Иногда взгляд этот бросают как бы бессознательно, как если бы у предмета ваших наблюдений явилась летная фантазия на вас посмотреть, в других случаях на вас. Внезапно и резко устремляют свой взгляд, как будто бы это лицо понимало умственный призыв. Лицо, повиновавшееся призыву, часто имеет смущенный вид, а иногда даже глупый, встретив при взгляде на вас ваш направленный на него полный магнетизма взор. Четвертое упражнение. Если вы с кем-либо разговариваете и ваш собеседник иной раз не находит нужного слова или выражения, то устремите на него упорный взгляд в соединении с сильным умственным внушением. В большинстве случаев он немедленно произнесет внушенное ему слово. Ваше слово должно быть вполне подходящим, в противном случае у пассивного разума могут явиться колебания при применении его, вследствие чего активный разум не воспользуется им и найдет другое слово. Некоторые лица, посвятившие себя изучению, применяли этот опыт над публичными ораторами, проповедниками и т.п. и передавали массу забавных вещей. Я помню один случай, о котором я прочел в одном сочинении, переведенном с немецкого. Он касается одного юноши, у которого были сильно развиты силы сосредоточения и хотения.
Он воспитывался в одном из лучших учебных заведений, занимаясь более атлетическим спортом, чем науками, сильно отстал от них. Нечаянно обнаружив свои силы, он составил план, действуя по этому плану. Он старался запоминать лишь кое-что из каждого предмета. Когда профессор обращался к нему, он посылал на него сильные колебания, при этом он настойчиво желал, чтобы профессор предложил ему известный вопрос, ответ на который он хорошо запомнил. Результат выражался в том, что он хорошо выдерживал все экзамены. Далее, однако, передается, что такой образ действия изменил ему на экзаменах, так как заключительные вопросы были приготовлены факультетом и предложены письменно. Благодаря этому юноша не имел возможности воспользоваться в день экзамена своей силой воли. Пятое упражнение. Очень интересный опыт заключается в том, чтобы заставить по своему желанию идти кого-нибудь по известному направлению. Его можно проделать, идя позади кого-нибудь по улице и фиксируя его, согласно данным указаниям, взглядом. Когда кто-нибудь приближается к другому лицу, идущему ему навстречу, то вы можете заставить, благодаря своему настойчивому желанию, последнего обойти первого или с правой или с левой стороны. Вы можете проделать подобный опыт также и с человеком, идущим навстречу вам самим. В этом случае вам следует продолжать свой путь, не сворачивая с дороги ни вправо, ни влево. Одновременно вы должны направить свой взгляд на приближающегося вам человека, мысленно приказывая ему свернуть согласно вашему желанию направо или налево. Шестое упражнение. Встаньте у своего окна и направьте взгляд на проходящего мимо человека, упорно желая в то же время, чтобы последний повернул свою голову и, проходя мимо, взглянул на вас. Вы убедитесь, что из 10 случаев 7 раз будут повиноваться вашему мысленному приказанию, если только ваша способность сосредоточиваться в достаточной степени развита. Даже без всякой практики в развитии сосредоточенности вы будете способны довольно часто оказывать влияние на проходящих мимо вас лиц и благодаря этому удовлетворять свое сознание. Вы получите лучшие результаты, проделывая эти удивительные опыты, если вы будете находиться у окна нижнего, а не верхнего этажа. Стремление к повиновению, выражающееся в простом поворачивании головы, гораздо легче, чем повиновение, заключающееся в поднятии глаз на окно второго или третьего этажа, так что процент удачи в первом случае значительно превышает процент удачи в последнем. Это упражнение вы можете видоизменить. Для этого вы должны привлечь к себе внимание кого-нибудь, находящегося у окна в то время, как вы мимо его проходите. Как только вы начнете на практике применять подобные упражнения, вы настолько будете увлечены им, что вы сами будете измышлять новые способы проявления своей силы, умело пользуясь при этом случайными обстоятельствами. Такие упражнения будут содействовать развитию доверия к своим силам и к приобретению способности посылать колебательные импульсы. Конечно, опыты в сущности довольно незначительные и малоценны при развитии духовных сил, но являясь подготовкой к практике, они полезны. Они никогда не должны служить для забавы посвятившего себя изучению, а также для развлечения его друзей. Вообще никогда не должно видеть забаву в этой могущественной силе и пользоваться ей для удовлетворения грубого любопытства других, посвятивший себя изучению, понявший действительное значение закона духовного преобладания. Вы можете проделать подобный опыт также и с человеком, идущим навстречу вам самому. В этом случае вам следует продолжать свой путь, не сворачивая с дороги ни вправо, ни влево. Одновременно вы должны направить свой взгляд на приближающегося вам человека, мысленно приказывая ему свернуть согласно вашему желанию направо или налево.